Друзья, я всех рад приветствовать на своем канале. И в этом большом выпуске вы узнаете всю подробную информацию, как незабываемо побывать в Албании. Расскажу подробно о ценах уходящего сезона. На что стоит обращать внимание, куда лучше съездить и где вкусно покушать. Что стоит посмотреть из достопримечательностей, как провести свободное время от моря, а куда и не стоит ехать. В этом видео вы подробно узнаете, как отдыхать в сентябре, а также узнаете об актуальных ценах в это время года. Не переключайтесь, будет очень интересно и познавательно. Не забывайте подписываться на канал. Ну что, погнали! Вылетели мы поздно вечером с международного аэропорта Катовиц. Албания не входит в Евросоюз, но при этом у них безвизовый режим со всеми странами Евросоюза. Полет занял 2 часа, и буквально уже через мгновение мы стояли на албанской земле. По прилету деньги поменять можно в круглосуточном обменнике прямо в аэропорту. Как выяснилось позже, курс здесь нормальный. Сразу бросилось в глаза, как албанцы дружно встречают своих туристов. И можно по выходу из аэропорта окунуться в колорит этой страны. Друзья, у нас час ночи, и мы приземлились в аэропорту Тираны. Сразу что бросилось в глаза, это я спросил, можно ли прикурить у полицейских. И они мне показывают да, а оказывается нет, вот так. В Албании все наоборот. Интересно. Так, мы добрались до нашего проката. Это, конечно, такая отдельная история. Моя помощница уже там изучает внутренности нашего верного товарища. Надеюсь, на ближайшую неделю. Ford Fiesta. И встала она нам на 8 дней в 400 евро. Ну так, для понимания. Ссылочку в описаниях оставлю, но, наверное, рекомендовать не буду. А посмотрим, как все закончится. Не очень мне нравится данная контора. А там будет видно. Настоятельно рекомендую при взятии машины в аренду, уже когда вы собираетесь отъезжать, по периметру ее отфотографировать или отснять на видео. Потому что все машины, как правило, покоцаны. Ну, во всяком случае, нам так повезло. Об этом нам посоветовали ребята, которые брали в аренду машину перед нами. В общем, история такая. Мы поменяли 50 евро почему-то. Но даже суть не в 50 евро. Не знаю, может так здесь везде принято. Но когда мы взяли в прокате машину, она реально с пустым баком. Просто вот под ноль. Сколько приходилось путешествовать, я с таким не сталкивался. И... В общем, мы вернулись в аэропорт поменять деньги. Недалеко мы, кстати, уехали, но какая-то здесь атмосфера и такое напряжение. Нотки напряжения в воздухе витают. Ездят все как-то медленно на машинах, всматриваются такие чернявые мужчинки. Ну, албанцы, я имею в виду. В общем, не знаю, жду Машку. И переживаю за нее, что-то отправил ее. Ладно, посмотрим, что будет. Так, друзья, Маша вернулась, все нормально. Мы продолжили наш путь. Кстати, на заметку возьмите. В аэропорту нам не удалось поменять деньги, но без проблем можно за валюту заправиться прямо на заправке. Так что имейте в виду. Это просто жесть, ребят. Ночью нигде не работает на заправках кафе или там, я не знаю, воды купить проблема в Албании ночью. Имейте в виду. Второе, наверное, тоже, что немаловажно, это покрытие дорог. Там просто какой-то каменный век. Реально едешь нормально, потом бабах, в яму какую-то попадаешь. И так вот мы уже едем полчаса. Нам повезло, мы нашли работающую какую-то чудом
каким-то чудом работающую заправку, и вот остановились выпить кофе, зарядиться и поехать дальше. Короче, жестяк. Вы поняли, да, пока у Албании одни минусы. Посмотрим, что дальше будет. Друзья, доброе утро. Мы остановились под Флером. Это город на побережье по маршруту нашего следования. Но ночью под утро, перед тем, как остановиться подремать, мы столкнулись с такой проблемой. У нас, в общем, начали скрипеть ужасно тормоза. И это целая проблема, потому что ехать дальше практически невозможно. Сейчас мы связались с менеджерами, ну и посмотрим, во что это выльется, потому что наше путешествие остановилось. Мы не стали дожидаться звонка менеджера и отправились в центр Влёры, поменять деньги и погулять по набережной. Это достаточно большой город, порядка 130 тысяч населения, и также он является туристическим городом. Интересный факт о Влёре. Этот город был очень популярен среди завоевателей. Сюда часто наведывались сербы, греки, итальянцы и турки с целью завоевать его. Еще один интересный момент, наверное, благодаря своей столь популярной истории, именно Влёра была первой столицей независимой Албании. Независимость Албания приобрела в 1912 году. Интересный момент в том, что по сегодняшний день греческое правительство не признает официальные границы Албании. Связано это с большим количеством греческих поселений на юге страны. Порядка 90 греческих сел находятся в Албании. И эта тема часто становится предметом спекуляций у греческих политиков. Мы добрались до центра Влёра, находимся на набережной, и менеджер отзвонился, сейчас должны нам, по идее, поменять машину. То есть минус одна проблема. Это уже радует. Смотрите, чем интересен Влёр. Влёр — это то место, где встречаются два моря. Адриатическое и Ионическое. Албания по счастливой судьбе обстоятельств стала обладательницей двух морей. Поэтому албанцы кайфуют от двух морей сразу. Дело в том, что мы как раз находимся напротив Италии, это в районе Лечче, как раз то место, где знаменитый каблучок итальянский находится. Отсюда ходят паромы в том направлении, и поэтому в самом Влёре очень много итальянских машин. Сам Влёр находится в бухте и расположен вот в таком красивом месте, где окружают горы со всех сторон. Кайфовая атмосфера здесь. Нам очень нравится. Но нам следует ехать дальше. Поэтому будем продолжать наше путешествие. Приехали мы на СТО местное. Нас менеджер отправил. Это жесть какая-то. Сюр. В общем, сейчас будет смотреть. Возможно, поменяют сразу. Жесть. В общем, если вы хотите приехать в Албанию и починить машину, то welcome. Проблема в том, что на английском языке здесь никто не разговаривает. И стоит достаточно много времени потратить, чтобы объяснить, во-первых, проблему, во-вторых, как быстро ее решат. Я не знаю, сколько это у нас займет времени, но мне кажется, этот выпуск чисто как починить машину, а не как путешествовать по Албании. Жесть! Ну что, друзья, есть и хорошие новости с Албании. Нам починили за час машину, и мы продолжаем наше путешествие. В Албании движение устроено таким образом, что вы попали в Индию. Тут и каждый едет куда хочет,
абсолютно нету светофоров, нету никаких приоритетов в уступи дорогу или пропусти пешехода. В общем, такой адский ад. Если честно, после того, как нам починили машину, то как будто камень с плеч. У нас появилось настроение, появилось желание двигаться дальше, и, собственно, это мы и сделали. Впереди нас ждал еще долгий и длинный серпантин к нашей конечной точке. Выехали мы с Влера. К сожалению, в самом Влере полностью бесполетная зона, и при первой же возможности мы остановились, где заканчивается бесполетка, и поднялись посмотреть эти красивые пейзажи, красивый берег албанский. И, собственно, вот что получилось. Наслаждайтесь. Ну, мы продолжаем движение в сторону Дерми. Если честно, хочется постоянно остановиться и поснимать, потому что дорога идет рядом с морем, и мест очень красивых просто достаточно для того, чтобы наслаждаться, снимать, летать. Но мы так не доедем тогда просто до Ксамиля никогда. Ну, вот такие вот впечатления. Друзья, самое главное же, не переключайтесь, досмотрите до конца. Я в конце подробно расскажу, сколько что стоит в не сезон. Мы находимся здесь в сентябре. Это достаточно ощутимо. И по количеству людей, машин, я думаю, в сезон здесь гораздо больше движняк.
Ну, посмотрим, только начали, в принципе, поглядим. С Флёра до Саранды, если выбрать дорогу по серпантину, то у вас откроется возможность посетить сногсшибательную смотровую площадку, которая открывает пейзажи просто оторви голова. Очень настоятельно рекомендую. Дорога сложная, но оно того стоит. Друзья, это одна из немногих смотровых площадок в Албании, которая полностью оборудована и называется она Лагара. Находится она на высоте чуть больше километра и вызывает поистине бурные эмоции, от которых реально захватывает дух. К ней также присмотрелись любители прыжков с парашютом. Сюда часто приезжают любители активного вида спорта, и благодаря пологому спуску и сильным ветрам они парят над пропастью. Ссылку, конечно, оставлю в описании. И еще раз повторюсь, если у вас будет возможность, обязательно посетите это место. После того, как мы спустились с серпантина, мне казалось, что самое страшное позади, и дальше дорога будет гораздо легче. Если бы вы знали, как я заблуждался. Все отличие от горного серпантина заключается лишь тем, что перепады высот стали чуть меньше, ну а крутость поворотов ни капли не уменьшилась. А тем временем мы уже подбирались к еще одному популярному месту среди туристов. И это место городок Хаймер, или как всем, наверное, привычней, Химара. Уютная бухта, в которой расположилось небольшое поселение, так и завораживала своими прекрасными пляжами и прозрачно чистой водой. Для тех, кто смотрит это видео и планирует посетить Албанию, но не определился с локацией, представляю вашему вниманию Химара. Можете взять себе на заметку, как одно из мест, куда можно поехать отдохнуть. Эта бухта манит туристов на лодках и катерах, которые часто сюда приплывают насладиться видом гор и кристально чистой водой. Хотелось бы еще взять на заметку и сказать вам, что при монтаже этого видео я не использовал никакие цветофильтры. То есть все, что вы видите вживую, вот так оно и выглядит. Никакой коррекции воды, неба, гор я абсолютно не делал. И дорога складывалась таким образом, что не успев отъехать от одного места, сразу же хотелось остановиться возле другого. Завораживающие виды не давали просто спокойно ехать. Но уж больно красивые места. И следующим красивым местом был пляж Порто-Палермо. Но к нему мы вернемся отдельно, так как мы его заприметили и решили выделить отдельный день и приехать из Ксамиля, покупаться сюда. Тем более расстояние всего лишь 50 километров. Ну а море? Море, как вы видите, здесь играет совсем другими красками. Поэтому мы приняли решение сюда обязательно вернуться. Ну и, соответственно, чем ближе мы подбирались к Ксамилю, тем чернее и темнее нас ожидали облака на небе. Вот мы добрались до конечного нашего пункта, до Ксамиля. Дорога с Флёра по горному серпантину составила порядка 4 часов. Ну, да, с остановками посмотреть пейзажи. Сегодня день красивых картинок и день таких эмоций ярких, потому что дорога очень непростая, но в то же время с безумными пейзажами, которые
заставляют ахать, вздохать. У нас дождь, но это нас не расстраивает и ни в коем случае не останавливает дождь. Температура где-то 24 градуса, и оказалась дорога по горному серпантину гораздо сложнее, гораздо длиннее, но она того стоила, потому что очень красивые пейзажи, которые просто не передать словами. Мы были в Черногории, Албания Черногорию делает 100%, потому что очень красиво. Да вы и сами все видели, что я рассказываю. Ну что, друзья, селимся мы, и хотелось бы вам показать наш номер, пока мы его не засрали. Обычный албанский стайл. Короче, шкаф, маленькая кровать, это для моей помощницы, кровать для короля. Вид на улицу. Прикол в том, что вот здесь есть такие сеточки. И, собственно говоря, покурить, посушить и посмотреть. Вот такая вот движуха. Ксамиль, привет! Подождите, туалет-ванна сейчас еще. Ванна, кстати, здесь шикардосная просто. Как подобает лучшим отелям Албании. Жестяк. Ничего, не критично. Не умрем. Ладно. Вот так вот. Второй день, и второй день у нас морской. Будем знакомиться с пляжами Ксамиля. Собственно, мы уже и подошли к ним. К пляжам мы сейчас и вернемся с вами, а перед этим хотелось бы рассказать про нашу гостиницу. Наша гостиница называется Крой, и за нее будет отдельная история, так как я познакомился с хозяином гостиницы, и он рассказал очень много интересных вещей. Сама гостиница расположена в 5 минутах ходьбы от центра, хотя тяжело определить, где в Ксамиле центр. Если разбираться, так там везде центр. Рядом с гостиницей есть 3 супермаркета, и это нас очень радовало. Ну а пока небольшой экскурс в историю Ксамиля. Как известно, Албания до 1990 года была коммунистической страной, и о развитии туристического бизнеса и не шло речи. Но режим пал, и благодаря красивым пляжам с чистой водой здесь начал зарождаться туризм. Благодаря неповторимой природе начался процесс развития инфраструктуры, а чистое море и аутентичная атмосфера привлекают множество туристов из разных стран. Одним из интересных фактов является тот момент, что местное население Ксамиля составляет порядка 2 или 3 тысяч человек, но в сезон сам Ксамиль может расположить в своих объятиях порядка 200-300 тысяч туристов. Друзья, обязательно запомните вот это заведение, про него есть одна очень до ужаса смешная ситуация. Но мы возвращаемся к нашим пляжам. Сейчас вам подробно все покажу и расскажу. Спешит на море. Опаздывает. Не угонишься. Не знаю, как в кино в каком-то. Выход такой, да. Пляжи в Ксамиле устроены следующим образом. Их очень много, так как сам Ксамиль находится на территории полуострова и имеет очень много небольших бухточек. Это первое. Второе. Все пляжи в черте города абсолютно платные. Они нарезаны небольшими кусочками по 20-30 метров в длину. И каждый пляж со своими зонтиками и шезлонгами. Со своими, я имею в виду, они разные, как полянка грибов. Тут такие, там другие и так далее.
Соответственно, и ценник тоже разный, в зависимости от места расположения или популярности самого пляжа. В сентябре цены лавировались от 10 до 30 евро за 2 лежака и зонтик, поэтому рекомендую выбирать индивидуально. Забегу наперед и скажу, что на протяжении нашего пребывания в Ксамиле мы умышленно ходили каждый день на разные пляжи, чтобы понять, где комфортнее и разведать, где какие цены. На каждом таком пляже есть своя территория с кафе и баром, поэтому когда ты попадаешь на такой пляж, то подразумевается, что ты тут и поешь, и попьешь. С этим проблем абсолютно нет. Но скажу, что это не обязательно. По сути, кушать вы можете там, где вам комфортно или выгодно, даже если это территория соседнего пляжа. С этим тоже проблем не было. Остановили мы абсолютно рандомным способом свой выбор на острове Намас. На пляже. На пляже Намас. И сейчас будем знакомиться с Ионическим морем поближе. Ну, что можно сказать? Теплая достаточно вода в Ионическом море в сентябре. И хотите, я сделаю шляпку? Смотрите. Оп. И я в Китае. Ладно, движемся дальше. Ионическое море на 6-м месте по соли. Достаточно соленая вода, если попадает в глаза. Это просто разъедание всего возможного и невозможного. Поэтому я плаваю в очках. Шучу. Ну и для полного понимания, как обустроены пляжи в Ксамиле, предлагаю подняться на дроне и посмотреть все с высоты птичьего полета. Я думаю, вам понравится. Поговорим за цены. Цены на пляже в зависимости от расположения пляжа варьируются от 10 до 20 евро за 2 места, 2 лежака и зонтик. Также к вашим услугам будет дано право выбора. Можно взять один большой диван, он плюс 5 евро, как правило, стоит. Пиво на пляже от 5 до 10 евро, в зависимости от марки. Корона, Хайнекен, местное пиво. Из минусов, то, что сразу бросилось в глаза, да, это очень шумно от водных мотоциклов. Реально их тут порядка 10 летает постоянно. И вот этот гул от моторов, ну, чуть-чуть раздражает. Вызывает такой дискомфорт релакса. Поэтому, не знаю, может, если уходить подальше, то этого не будет. Но они мотаются по всему побережью, поэтому я не думаю, что что-то глобальное поменяется. Если пройти в 200 метров вправо от нашего пляжа Намас, то вы найдете и встретите вот отдельно стоящий пляж,
который расположился на скалах. Абсолютно уединение, но с комфортом, что позволит вам спокойно послушать шум моря на скалах и отдохнуть от мирской суеты. Ну и вот вам для сравнения, как все звучит и играет совсем другими звуками в центре, на центральном пляже. Честно говоря, чем интересен и прекрасен Ксамиль, так это тем, что здесь можно подобрать отдых на любой вкус. Как и шумный, так и спокойный. Дело сугубо личное. Поэтому с этим ни у кого не будет проблем. Нашли неплохой барчик, где действует акция с 16 до 8 вечера, а коктейли все по 5 евро. Ну, по меркам местного разлива это классная цена. И вот такой вот вид. Чуть не забыл название данного заведения — таверна Груна Гриль. Будьте, помощница моя, как обычно, дает подсказку, сейчас исправлю все. Таверна Груви Гриль. А что я не так сказал, собственно говоря? Груна. Ну, не смог удержаться, чтобы не записать это. Реально вкусные коктейли. Рекомендую посетить данное заведение, балдежное. Пацаны не жалеют ни алкоголя и такие прям на уровне. Ну и, конечно, куда же мы денемся без уличной торговли? Сувенирчики, магнитики, все эти атрибуты здесь присущи. Они для удобства находятся на центральной улице, где находится центральный пляж, и работают с обеда до поздней ночи. Это, кстати, особенность албанской культуры — торговать по ночам в силу температурных режимов, я так думаю. В вечернее время суток Ксамиль превращается в какой-то Лас-Вегас. Абсолютно все гостиницы, как правило, подсвечиваются фонарями, огнями, и от этого Ксамиль дневной значительно отличается от Ксамиля ночного. Вы попадаете словно в Лас-Вегас. Все светится, все горит, все мерцает. Что касаемо уличной еды, достаточное количество заведений. Помимо уличной еды есть кафешки, есть фастфуды, которые на вынос. Ну, сами представьте, 200-300 тысяч в сезон, их же надо где-то накормить, посадить. С этим проблем в Ксамиле нету. В сентябре достаточно большой выбор свободных мест, поэтому не столкнетесь ни с какой проблемой, где вам посидеть, покушать. За исключением становятся какие-то популярные рестораны, которые пользуются большим спросом. У нас сегодня вечерний променад. Вышли в интересное заведение. Называется Мистер Крабс. Крабы — очень дешевый морепродукт в Албании, поэтому решили зайти посмотреть, попробовать. Сейчас буду показывать более детально.
По пути следования к нашему ресторану нам попался магазин свежей рыбы, и вот вам цены для понимания. Напомню, прайс надо делить на 100, и вы получите цену в евро. Вот почти мы подошли к заветному ресторанчику. Машка самая голодная, бежит впереди, как обычно. Ну, что я могу сделать? Ну, проголодался человек. В общем, мы пришли в ресторан, который запланировали, и находимся в очереди ожидания. Ну, как и в Европе, в принципе, в популярных местах есть такая фишка, но в Самиле мы с таким сталкиваемся впервые. Может быть, мы еще не все посмотрели, но по факту так и есть. Поэтому ждем пока, и могу пока рассказать вам, что можно покушать из морепродуктов непосредственно в Самиле. В большинстве ресторанов используют в основном меню сибаса, осьминога, есть также красная рыба, устрицы, но это редко, и используют мидии. Мидии здесь в изобилии, ну и крабы, вот как один из популярных ресторанов создает движуху. Меню данного заведения, пожалуйста, можете ознакомиться. Ну, я думаю, не открою секрет, если скажу, что большинство заведений имеют онлайн-меню, и до похода в заведение вы можете ознакомиться практически с любым. Ну, что хочется сказать. Крабовый суп достаточно вкусный. Это перебитая картошка с помидорным и, наверное, какие-то части краба. Плюс в самой тарелке подается часть краба, поэтому он точно крабовый. Пока вкусно. Едем. Маринованный осьминог, подсказывает моя помощница. Достаточно вкусный. Он похож на такой как бы вареный, потому что жареный осьминог чуть-чуть по-другому. Имеет чуть другие вкусовые свойства. Ну, пока вкусно все. Ждем крабиков. Так, по крабу. Дошли до крабов. Крабы — это старшие братья раков. По вкусу мясо очень схоже. Единственное, что гораздо сложнее его чистить. И все. Для этого есть специальный инструмент, но он не всегда поддается. Для того, чтобы его съесть, надо, пожалуй, набираться терпения. Еще одна из особенностей отличия краба от рака — это то, что туловище у краба полностью съедобное. Самый кайф даже не в клешнях, а непосредственно именно в туловище. Так, смотрите, как итог, ужин нам стал в 60 евро. Это с бутылкой вина. Ну, не знаю, судите сами. Я считаю, это недорого. Отдельно могу сказать, что если вы хотите покушать краба отдельно просто, то берите все равно что-то в прикуску, потому что одним крабом вы не наедитесь. Кстати, килограмм краба стоит 15 евро. После ужина мы вышли прогуляться, и что меня удивило, потому что это было порядка 11:30 ночи, город живет, город кипит, албанцы работают допоздна, албанцы зарабатывают деньги, они прекрасно понимают, что скоро сезон закончится, поэтому все усердно работают. Начитался и насмотрелся я отзывов в интернете, что Самиль безумно грязный город. Со всей ответственностью могу заявить, что абсолютно это не соответствует реалиям. Возможно, это связано с пиками наплыва туристов в сезон, когда высокий сезон и массово заполнен город.
то, возможно, с этим и есть какие-то перебои. Конкретно в сентябре я ничего подобного не заметил, поэтому... Ну, что говорить, если албанцы по утрам со шлангом моют улицы? Это я собственными глазами видел, как бы, поэтому... Ксамиль forever! Сегодня мы ушли в левую часть полуострова, в сторону маленького острова Ксамиль. И, к нашему удивлению, мы нашли даже пляжи по 30 евро на двоих за 2 лежака. По мне, это перебор, конечно. Ну, мы не стали там останавливаться, потому что, ну, необоснованная цена реально. И нашли пляжик Пальма называется, чуть-чуть левее в бухту. И якорились здесь. Ну, для наглядности и для понимания, как это происходит и где это находится, чтобы у вас было полное понимание, что и как, где, предлагаю вот такой вот вариант рассмотреть. Где пляж с бассейном стоит одних денег, вот этот крайний пляж стоит совсем других денег. И на то есть причина своя. Какая, я сейчас объясню. Смотрите, вот этот пляж, который за 30 евро, дорогой, это единственное место, где вы можете переплыть на другой остров, на самый маленький вот этот остров. И отсюда как бы все пользуются спросом. Спрос, как говорится, порождает предложение, поэтому хотите, пожалуйста. Я не думаю, что есть какая-то проблема просто бесплатно зайти на пляж и переплыть на остров, но когда ты там с вещами приходишь на пляж, то я думаю, это как бы имеет определенную проблематику. Отсюда и ценник. Плюс это самый большой, наверное, частный пляж в Ксамиле, который по длине и по глубине очень большой. Друзья, поговорим о знаменитых и известных людях Албании. Я думаю, открою сейчас для многих секрет, если скажу, что мать Тереза, она по национальности албанка, хотя и была рождена в Македонии, в городе Скопье. Еще из известных албанцев, я думаю, люди моего возраста все смотрели «Кудряшка Ксю» или «К9», где снимался Джон Белуши. Так он имеет тоже албанские корни. Известная певица Дуа Липа, которая родилась в Америке, также имеет албанские корни. Еще из интересных моментов: албанцев проживает на самой территории Албании порядка 2,5, ну, под 3 миллиона людей. А вне территории проживает гораздо больше. Так что вот такие вот они, албанцы. А еще, помните, была такая сцена в «Пятом элементе», где дива Плава Лагуна выступала, пела оперным голосом. Так вот, известная албанская оперная певица Инва Мула озвучивала именно этот эпизод. Так что албанцев на самом деле очень много по всему миру. Еще, по слухам в интернете, в каждом видеоролике о Албании есть какое-то такое ложное, уже, как по мне, мнение, что албанцы ездят только на Мерседесах. Поверьте, албанцы ездят и на хороших Audi, на BMW, Range Rover'ах. Ну, понятно, что Мерседесов больше в предпочтении у них, но не настолько. Албанцы уже поняли, что есть и другие хорошие автомобили. Поэтому, я думаю, этот миф уже потихонечку рассеивается. Еще один интересный момент. Албанцы не признают себя албанцами как таковыми. Они называют себя щепери. И это значит орлы, а не дети орлов. И даже на флаге красно-черные орлы, на красном флаге черные орлы символизируют это. На денежных знаках везде у них пишется щепери. Поэтому как таковая Албания не существует в понимании самих албанцев.
Это схоже, кстати, с Грузией, но там не на таком это уровне. В Грузии Сакартвело, кто знает, кто не знает. Но вот в Албании щепери. По поводу языка албанского. Албанский язык не схож ни на один из балканских стран языков. То есть, если македонский, там, сербский, черногорский как-то похожи между собой, то албанский в этом плане очень уникален. И албанский язык очень сложный. Во всяком случае, это так везде пишут. Мы по-албански ни с кем не пробовали разговаривать. Албанцы знают достаточно хорошо итальянский. В сфере услуг и госслужащие знают отлично английский. Это не проблема общаться там по прилету вот в аэропорту или с полицейскими. Как бы нет никаких проблем и сложностей в общении. Вот так. Дело в том, что албанцы по своей вере мусульмане. На 60% населения Албании мусульмане. Ну, есть и христиане. Албанцы делятся на два диалекта. Есть северный диалект и есть южный. Но при этом это не проблема у них для общения друг с другом. Тут недалеко от Ксамиля находится греческая граница. Остров Корфу, буквально его видно. Он тут через дорогу. По морю, наверное, километра 2 от силы. Четко просматривается. Ну и прикольно такое ощущение. Ты находишься вроде в Албании и тут бац, видишь Грецию рядышком. Поэтому есть такое двоякое прикольное чувство. И в силу этого можно поговорить о кухне. Кухня албанская, она такая насыщенная и итальянскими рецептами, греческими. И как таковой своей специфики, своей ярко выраженной кухни албанской не существует. Это смесь таких многих кухонь, которые присутствуют в их рационе. Итальянцы говорят, что самая лучшая итальянская еда вне их страны находится непосредственно в Албании. Поэтому всех, кто будет приезжать в Албанию, рекомендую как можно больше пробовать всевозможных вкусностей. Одним из фирменных блюд Албании является баранина, запеченная в йогуртовом соусе. Соусе? Да, там соус делается. В йогуртовом соусе. Помощница. Не отстает нигде. Одним из факторов вкусной национальной еды, которая здесь подается в Албании, является тот факт, что на государственном уровне освобождена она от ГМО. То есть государство запрещает использовать какие-то препараты в использовании в пищу. Поэтому это говорит само за себя. И Албания входит в пятерку тех стран, которые, по сути, не разрешают пользоваться генно-модифицированными продуктами. Друзья, надеюсь, эта информация была вам интересна и полезна. Кто с чем не согласен или кто-то что-то может больше знает, прошу, пишите в комментариях, пообсуждаем с вами вместе. На вечер мы выбрали ресторан с возможностью посидеть, посмотреть закат, и я рекомендую всем путешественникам бронировать заранее подобные вещи, потому что в хороших ресторанах с хорошим видом, как правило, все занято. Выбрали мы ресторан Аббиори, и он славится тем, что здесь есть свежие устрицы. Устрицы стоят 35 евро десяток, выглядит это вот так. Помимо этого мы заказали рыбку еще и попили вина. Это оказался самый дорогой ресторан за все наше прибытие в Ксамиле. Ну, он того стоил, потому что шикарное обслуживание нас реально порадовало. Сегодня 4-й день у нас пребывания в Албании, и мы решили съездить в национальный археологический парк недалеко от Ксамиля с названием Бутринт. Что с этого выйдет, сейчас поглядим, буквально скоро увидим. Смело могу сказать, что я готов поздравить всех любителей истории и люди, которые любят какие-то древности, прикоснуться к старине, к чему-то такому необычайному, то, пожалуйста, Бутринт — это то место, куда стоит приехать. И действительно, Бутринт — это древний портовый город, представляет собой фрагмент истории Средиземноморья. И судя по количеству автобусов, которые идет через Ксамиль,
туристов туда ездит предостаточно. Сам город достаточно разрушенный, раскопки велись порядка 10 лет итальянским археологом Луиджи Марио Уголини. В 1928 году он начал копать, и вот что он откопал. Что я могу сказать? Действительно ли стоит посещать это место, я скажу чуть позже. В целом туристов здесь предостаточно. Походить, погулять тоже вам, я думаю, понравится. Особенно любителям, повторюсь, истории, древности и прочего. Поэтому пока смотрите, что здесь есть, и примите решение, надо вам сюда или не надо. Входной билет стоит 10 евро. Я не знаю, в сезон, может, были какие-то другие цены. На входе есть путеводители на 4 языках. Самым большим и значимым местом в Бутринде является мозаичный пол начала 6 века. Но нам, как утопленникам, естественно, везет. Его забрали именно перед нашим приездом. Ну, я утрирую, конечно. Перед нашим приездом его забрали на реставрацию. Вот именно вот здесь он должен быть находиться. Сейчас покажу, как он должен выглядеть на самом деле. Ну, а в целом, конечно, если приложить руку к сердцу, то мы ехали реально из-за него. Ну, есть как есть, поэтому довольствуемся малым, гуляем, смотрим. Территория выполнена таким образом, что на самой горе, а там есть еще гора, да, на которую вам придется подниматься, выстроен Акрополь, и его предварительно первые следы относятся к 8 веку до нашей эры. Ну, все мы прекрасно понимаем, да, что это уже реставрационные работы. Ни одно здание 8 века до нашей эры не простояло бы до наших времен. И тем не менее, албанцы очень гордятся своим Бутринтом, так как это национальный парк, и он внесен во всемирное наследие в ЮНЕСКО. Долгая и длинная история Бутринда, которая может занять не один час, рассказывать я вам не буду об этом. Я думаю, кто истинно ценит исторические факты, все найдет в свободных источниках или на брошюрочке, которую можно получить на входе. А может, кто-то вообще сюда не захочет ехать. Это уже дело ваше, личное. Поэтому, вот так вот, есть вот такая вот историческая ценность, историческое место, которое на албанской земле расположено. В общем, любителям исторической ценности место, думаю, зайдет. Порядка 2 часов надо на прогулку по данному городу. Это старый город. Римляне здесь были, греки здесь были. В общем, посмотреть есть что, на один раз, скажем так. Общая территория порядка 2 гектаров. Поэтому можно смело ехать в жару, потому что большая часть тропинок идет по тенечку. И жарко не будет. Больше, наверное, добавить здесь нечего. После Бутрита мы решили отправиться в Саранду. Это 20 километров от Ксамиля. Побольше курорт, чем Ксамиль. Решили посмотреть.
Саранда выглядит в виде бухты, и она буквально вгрызлась в горы, потому что выглядит несколькими уровнями. Вот дорога, когда мы ехали, как бы двухъярусная. Первый ярус — это побережье, на которой расположены гостиницы первой линии с небольшими пляжами. И потом идет дорога, и второй ярус, который выглядит как надстройка. И есть места, где еще гостиницы не построены. Там буквально врываются экскаваторами в горную породу, чтобы выкопаться и построить гостиницу. Еще то, что бросилось сразу в глаза, то сегодня у нас какое, 10 или 11 сентября. И в Саранде гораздо меньше людей. Можно сказать, что здесь уже сезон подходит к концу. Об этом свидетельствует количество людей, находящихся на пляже. Сейчас обед, и их очень мало. Ну и по самому городу мы ехали, реально людей очень мало ходит. Вот так. No. E figo. It's home vino. Home vino. Home raki home vino. Very, very good. Bianco e red e mule. Mandarin. Mandarin. Granat. Castano. Lavenda. Prova. Попробуем. Prova. Promovas. No problem. Okay. Prova. E granata. I arbuzowe. Polska. Ukraine. Ukraina, дякую. No problem. No problem. А, это Нет, ну, нет, прова, no problem. Короче, взяли попробовать вот такую штуку. Это кактус. Продавщица нам любезно почистила его. Ну, такой по вкусу. Смесь сладкого помидора, что ли, и дыни. Еще здесь много косточек. А, проглатывать косточки надо? А. Говорит, можно кушать с косточками. Ну, хоть албанские традиции. в общем, побывали мы на рынке и купили домашнего белого сухого вина. Как на любом рынке можно торговаться. У нас стартовая цена была за литр белого вина 700 лек, 7 евро, грубо говоря. Ну, мы сторговались за 500, и нам с радостью его отдали. Наверное, можно было бы и больше сторговать. Ну, бабули, жалко. В бухте перед Ксамилем есть ресторанчик рыбный, и есть вот такая устричная ферма. Там выращивают и мидий, и рыбу свежую постоянно привозят в город. И есть дикий пляж, на который мы решили заехать и окунуться перед тем, как пойдем на ужин. Сегодня, кстати, будет ужин в очень интересном месте. Что говоришь? Пирог обязательно национальный, надо попробовать будет. Ага, вот что говорит. Ну нет. А Маришка говорит, обязательно надо попробовать албанский пирог. Но сегодня мы пришли в единственный национальный ресторан в Ксамиле. Мы его приметили сразу, но настраивались, чтобы попасть сюда. И сегодня будем пробовать знаменитую баранину в йогурте, запеченную. И надеюсь, это будет очень вкусно. Поэтому сейчас будем дегустировать. Этот ресторан работает 2 раза в день. Он работает только на завтрак и работает только с 7 вечера. Вот такой вот он капризный, он такой единственный здесь, потому что сколько мы не гуляли, не ходили по Ксамилю, все заведения, как правило, работают целый день без проблем. А именно вот национальный ресторан
национальный ресторан Албании работает сугубо с 7 вечера. Так, друзья, нам принесли вот салат национальный, типа греческого. Хочу подметить, что раньше нам так нигде не подавали. Здесь все овощи раздельно. Это у нас долма, албанские голубцы, схожие с армянской кухней. Ну и вот она, барашка, собственно говоря. Сейчас все будем пробовать. Вчерашний тестик поколлабирует. Так, ну пробуем долму. Что отличает ее от классической долмы, да, которая национально привязана к Армении? Здесь лист капусты используется и очень много риса. Не знаю, может так принято у них, но в целом вкусно и все полито сметаной. В целом вкусно, но не так, как привычно, скажем так. Все национальные салаты в Албании, они подаются с сыром, который из козьего молока делается. Поэтому будьте готовы, кто против этого. Я не против, Машка против. Во всех ресторанах подают обжаренный тостовый хлеб с маслом оливковым и со специями. И это очень вкусно. Так, ну, друзья, баранина фирменная в йогурте. Ни запаха, ни ощущений, что ты кушаешь баранину, вообще нет никаких. Дело в том, что очень схоже на вымоченное такое говяжье мясо. Подается это в такой запеканке из, наверное, все того же йогурта и яиц. Очень вкусное блюдо. Что хочу сказать, не хочу какую-то делать антирекламу, но в реалиях это ресторан, где самые маленькие порции нам достались за весь период пробования разных блюд в разных заведениях. Заведение на самом деле очень уютное, спокойное, чувствуется такая домашняя атмосфера здесь. И ну, на ваше усмотрение. Если вы хотите окунуться именно в традиционную албанскую кухню, то я рекомендую посетить его. А если вы хотите просто отъесться от пуза, то есть заведение гораздо и поприличнее. Дом. Еще один из таких, ну, пускай недостатков, да, не минусов, а недостатков. Еду нам подавали гораздо быстрее, чем мы сейчас сидим, ждем счет. Ну, вот так бывает. Помощница опять там включается, говорит, очередь стоит, нас не выпускают, мы готовы уйти, рассчитаться, но непонятно. Кстати, в первый день, когда мы приехали, кушали, сейчас фотографии у вас появятся вот здесь, мы покушали на 35 евро. Был достаточно такой нормальный стол у нас, с учетом 4 пива. Сейчас мы покушали, сейчас скажу на сколько. Ну, как итог, мы поели на 30 евро. И это, наверное, средний прайс по местным заведениям. Вообще, в целом, можно для понимания рассчитывать порядка от 35 там, до 70 евро. Это поужинать с алкоголем. Так что имейте в виду. Так, поговорим о погоде. Смотрите, в первой половине сентября, давайте конкретнее говорить, сегодня у нас 10 сентября, и по погоде днем порядка 29-31 градуса, бывает ветрено, а вечером очень комфортно, порядка 24-25 градусов. Ну, вот такой вот Ксамиль в сентябре. Кстати, вот сегодня воскресенье, и мы подсмотрели, есть здесь одно место, где, ну, такое модное, дорогое место, и здесь вот реально празднуют свадьбу, настоящую албанскую свадьбу.
Вот тут сейчас происходит национальный танец. После ресторана, поскольку погода позволяла, мы решили прогуляться. Мы забежали в наш уже полюбившийся барчик, взяли пару коктейльчиков с собой и пошли гулять по вечернему Ксамелю. Доношу до вашего сведения, что большинство пляжей, из-за того, что они частные, они закрыты, и как бы выйти к воде практически невозможно. За исключением есть пляж Пода, на котором расположена знаменитая качелька, ну и еще один недалеко от дискотеки. Ну и как вы поняли, находится второй пляж, на который есть свободный доступ недалеко от дискотеки Бьянка, и рядом находится пляж Пальма, на котором мы были ранее. Ну и вернемся к особенности ночной торговли на рынках Албании и Ксамиля в частности. Жизнь кипит, все светится, люди гуляют, смотрят, ну как в любом туристическом, наверное, городе. И складывается впечатление, будто албанцы вообще никогда не спят. Вечером гуляешь допоздна, они работают. Утром просыпаешься, они работают. Ну вот такое вот ложное впечатление появляется об албанцах. И посидев возле моря, подышав свежим морским бризом, мы все-таки поняли, что порции в нашем ресторане сегодняшнем были достаточно маленькие. И решили забежать на блинчики. В Албании, кстати, вот я все показываю еду вам про кафешки, ресторанчики. В Албании, кстати, очень развита сильно уличная еда. И вот как результат вечерний жор у Машки. И мы решили попробовать блинчики. Сейчас расскажем, покажем. Не мы, а Не мы, а вы? Да-да-да. надо попробовать сначала. Ну давай, пробуй. И что? Ну что ты мне сухарь дала какой-то? Ну так я тоже такое ела. Нет, ты куси нормально, чтобы было понятно. Зритель ждет. Дубль 2. Да давай без дубля. Ну нет. Даже зритель ждет, кусай. Сейчас проверим вкусности. Я не добралась до начинки. Вкусный. И все? Это все, что ты хочешь сказать? Вкусный? Люди сидели вот возле киноэкранов. Ждали. Копченый бекон и сливочный соус. Маричка, мне не надо рассказывать, я и так это слышу. Ты в камеру смотри, говори, чтобы людям было понятно, что ты ешь, где ты ешь, как ты ешь. Короче, как вы поняли, от Машки толку мало, поэтому пришлось мне подключаться. Так вот, я попробовал, и реально он мало похож на наш блин, скорее больше похож на оладик. Ну, по тесту я имею в виду. А начиночка как надо. Сыр, ветчина, грибочки и йогурт они добавляют, такой вкусненький вместо майонеза. Здесь вообще нету майонеза, по сути. Ой.
Ну что, друзья, у нас 5-й день, и мы решили в этот день полностью посвятить морю и покайфовать на пляже, поваляться, покупаться. В общем, мы вышли в левую сторону центрального пляжа, где ориентиром вам может служить пляж Бора-Бора, и ушли еще левее за небольшой перешеечек на пляж Кокоа-Бар-Бич, и он славится своей рукой, если так можно сказать. Албанцы придумали тему, где на своих пляжах они создают специальные конструкции для фото на память и тем самым привлекают туристов. И благодаря этим конструкциям пляжи пользуются большим спросом и успехом. Цена за место с зонтиками, за 2 лежака и зонтик на этом пляже составляет 15 евро. Относительно других пляжей это, наверное, минимальный прайс. А вот сразу же левее, вот этот пляж уже стоит 20 евро. То есть не ленитесь, ходите, узнавайте, спрашивайте. День выдался ненасыщенным в плане каких-то событий, поэтому давайте расскажу вам за бензин и за заправки. Как вы видите, кастраты — это нормальное явление у них, название заправок. Лаваш — это автомойка. А албанцы безумно чистоплотные в плане внешнего вида автомобилей, поэтому, как правило, лаваши здесь постоянно заняты. Ну и по традиции, после хорошего солнечного дня, купаний в море, мы решили отправиться в заведение. Мы его заприметили давно, но как-то не находили время попасть в него. В общем, это заведение достаточно большое. У него есть прекрасная терраса с видом на все Ксамилевские острова и остров Корфу, соответственно. Но настоятельно рекомендую, чтобы занять хороший вид на террасе, бронировать столик чуть-чуть заранее, что мы и сделали, когда возвращались с моря. Решили сегодня попробовать овощи на мангале, взяли также жареные креветки и взяли по мясу баранину и свинину. Мне запомнился этот ресторан, помимо хорошего обслуживания, тем, что реально хозяин уже ближе там к 8-9 вечера приезжает и вежливо ходит к каждому своему гостю, спрашивает, все ли вас понравилось, все ли вас устраивает. Ну и помимо вежливости самого хозяина и доброго отзывчивого персонала, наверное, самое главное, что здесь есть, это вот этот прекрасный вид с террасы, который дает возможность насладиться по-настоящему закатом и, наверное, запомнить впечатление вот этого момента, ну, на долгие годы. Во всяком случае, я думаю, у меня отложилось именно вот так. В общем, из того, что мы заказали, самое вкусное оказалось это овощи на гриле. Очень рекомендую. И для любителей классической баранины с мангала тут тоже вам зайдет, я думаю, в удовольствие. Заведение называется Згара, находится на пятачке, на главном повороте к морю. Ссылочку оставлю, как обычно, в описании. И еще креветки на гриле тоже очень вкусные, бомбический соус. Рекомендую. Так, ну и итог. Покушали мы эту изобильную еду всего лишь на 49 евро. 49. Это с учетом того, что мы выпили 2 бутылки вина по 0,5. В целом еда в Ксамиле по заведениям разделяется на несколько типов. Все зависит от локации непосредственно заведения и зависит от насколько оно сильно расположено далеко от моря. Чем дальше от моря, тем, соответственно, дешевле вы можете покушать. Ну и плюс виды с кафе, панорамы, вид на море, это тоже имеет значение. В принципе, везде кухня вкусная, готовят классно.
попасть на какое-то такое блюдо, где вам не понравится, я сильно сомневаюсь. Вот так вот. Сегодня у нас 6-й день нашего пребывания в Албании, и мы решили съездить за 3-9 земель, казалось бы. Решили съездить на дикий пляж, который находится неподалеку от поселка Борщ. Да-да, именно Борщ. Такое созвучное название. Ничего он не имеет общего с нашим национальным блюдом. И сейчас мы едем по серпантину, где движение порядка 30 км в час. И это считается нормальным до здешних мест. В общем, расстояние от Ксамиля порядка 55-60 километров. Google нам пишет время прибытия порядка 1,5 часа. И я думаю, он вообще не обманывает. Друзья, что я хочу сказать. Из моего личного опыта, речь идет о серпантинах, албанские серпантины самые жесткие серпантины, по которым мне доводилось ездить. Они не сравнимы ни с норвежскими, ни с черногорскими. Это реально такая жесткая постоянная болтанка вправо-влево и с большими перепадами высот. Так что для любителей покрутить баранку и испытать острые ощущения, это welcome. Welcome to Albania. Прикол, но danger. Друзья, в начале видео я указывал, что мы заприметили интересный пляж. Название, если вы не помните, я напомню, называется он Порт Палермо, где такие красивые пляжи с голубой водой. Ну, в принципе, на юге Албании они везде здесь такие. В общем, мы движемся в том направлении. Уж больно они нам понравились, приметились, так сказать. И, конечно, все из-за контента. Ничего не мешало нам сидеть спокойно в Ксамиле, ходить по пляжам, но все ради вас, дорогие зрители. Пожалуйста, вот, наслаждайтесь, смотрите, комментируйте. Кстати, посмотрел статистику по каналу, и очень много смотрит людей, которые без подписки. Подписывайтесь, мне будет приятно, я буду понимать, что это людям нужно, а то просто просмотры есть, а людям как бы вроде и не нужно. В общем, мысль вы мою поняли, подписывайтесь, комментируйте, тем более, если уже досмотрели до этого момента, то, я думаю, значит, видео вам заходит. Друзья, вот, собственно, и пляж Борща, Борщиковский пляж. Очень красивая, длинная линия береговая. В сентябре здесь не так много людей. Кто любит покайфовать в одиночестве, без музыки и прочих заморочек, я думаю, это та локация, которая непосредственно вас порадует. А тем временем мы уже добрались до нашей точки назначения, и сразу же хотелось бы отметить такой интересный момент, что данная локация с этими пляжами больше предназначена для кемпинга. То есть все, кто желает отдохнуть в автодоме или там с палаткой, возможно, то это идеальные условия. Единственное, я не уверен, что они до конца оборудованы и есть подвоз воды там или пополнение воды, но здесь расположено самое большое количество диких пляжей. И, собственно, автодома, автокемпинги об этом говорят сами за себя. В заливе порта Палермо находится крепость. Построена она была в 19 веке. Остров, на котором расположен замок, раньше был изолирован от суши. Позже остров был соединен с материком для облегчения логистики. Попасть в замок можно по входному билету, стоит всего лишь 3 евро. Залив порта Палермо когда-то был одним из главных портов древнего мира и упоминается в литературе как панорамная бухта.
Еще интересный момент, есть такая легенда, что инженера, который построил этот замок, сразу после окончания строительства умертвили. Таким образом, сохранили в тайне сеть подземных ходов, связывающие крепость с материком. Замок Порто-Палермо имеет треугольную форму с 3 мощными башнями по углам. Толщина стен порядка 3,5 метров. Во время и после Второй мировой войны замок использовался как тюрьма и казармы воинской части. С 1948 года замок Порто-Палермо объявлен памятником культуры. Люди вот на таких маленьких машинках приезжают на кемпинг. Австрияки. Чего там? В общем, здесь везде растут оливковые деревья, просто как дичка. И мы решили убедиться в этом, остановились посмотреть. Ну, сорвать, конечно, попробовать. Ну, как вы поняли, мы уже оттуда уехали, потому что приняли решение из-за отсутствия зонтиков и вообще как таковой тени. Решили перебраться в более цивилизованное место, и сейчас буду вам рассказывать, что это за место. В общем, мы ездили и доездились. Дело в том, что мы остановились в поселке, который находится за поселком Борщ. Находится поселок Чепара. Здесь неудобный совсем каменный пляж из мелкого камня, но зато есть шикарный песок при входе в море. Поэтому возьмите на заметку. И здесь еще есть множество всяких баров, они до сих пор работают. В один из них мы сегодня заскочили. Даже очень комфортно. Есть лежаки, есть зонтики. Лежаки по 10 евро. Это самый минимальный, наверное, прайс, который существует непосредственно в данное время, в данном месте. Ну и, собственно, вот так все выглядит. Кто любит длинный заход в море, да, то есть не сразу глубоко, то именно в этом месте такой пляж. Вы можете спокойно поплавать, я думаю, будет комфортно и с детками. Так что берите себе на заметку. Вообще в сентябре здесь очень мало людей, спокойная атмосфера. Такой, как почти на необитаемом острове. Тихо, спокойно, кайф. Так, друзья, давно хотел отснять цены в продуктовом магазине, поэтому
Let's go-шки. Итак, друзья, чтобы было всем понятно, цены надо 2 нолика убирать и получаем евро. То есть, грубо говоря, сок 1,5 евро, вот, как пример. Ну, с фруктами сложнее будет, потому что ценники вот такие. О, сори за мерцание, по-другому не получится. Такой или такой? Какой? Зеленый? Орехи в ассортименте. Не знаю, заморозка, если кому-то надо, то сниму тоже. Напомню вам, что в Албании абсолютно запрещено использование генно-модифицированных продуктов. И реально фрукты, овощи, мясо здесь очень вкусно. Так, потихонечку подбираемся к винам. Сейчас тоже сниму. Ну, сладости, кому интересно. Сникерс евро 20. А, нифига, 60 центов. Ну, поехали. Какой-то подлянка, не на всех есть ценники. Scheiße. Виски 34 евро литр.
Сейчас постараюсь все снять. Мартини Бьянко 15. Чивас 12-летний 35. Джин 24 большой и 1600 или 1800 маленький. Друзья, надеюсь, стало полезной и доступной данная информация. Пиво я что-то здесь не вижу. Холодно. А, вижу, сейчас покажу. Хайнекен Руб 40. Недешево. Руб 80 большой. Амстел и Туборг руб 20 и руб 30 соответственно. Корона руб 80. Безалкогольная, если кому-то надо. Руб 20, руб 10 Бавария. Ну, как-то вот так вот для ориентира. Я еще зайду в другой супермаркет для сравнения, чтобы была вообще полная картинка. Но плюс-минус цены здесь везде одинаковые, поэтому что-то выгадать это не имеет никакого смысла. В принципе, в Ксамиле вот магазинчики сделаны вот таким образом практически все. Небольшие такие мини-маркеты. Вот так. Вечером в силу сложного такого дня переездов, разъездов, решили забежать рядом с гостиницей. У нас есть гриль вот такой вот замечательный. Зашли, взяли мясо, в магазин забежали за овощами, фруктами и решили посидеть дома. Так, друзья, у нас сегодня такой вечер по-домашнему. Мы купили килограмм мяса в гриле, ассорти. И сходили в магазин, купили овощей, купили местного сыра. Я хотел козьего, а получился коровий, но очень вкусный. Сейчас покажу нашу полянку. И помните, мы вино покупали на рынке? Сейчас мы его будем бацать. Ну, тут ты так открыла, конечно. Так, оливки местные. Ну и вот такая вот движуха. Короче, мы в гостинице у себя. Оливочки здесь просто бомбические. Сыр, огонь. Ну, овощи вообще в этой стране прекрасные. Друзья, сегодня мы отправились в такую недалекую поездку на место с самой кристально чистой водой. Что с этого получится, сейчас посмотрим вместе с вами. Данное место достаточно популярное среди туристов. Как вы видите, очень много машин. Байкеры тоже с нами. Входной билет стоит не так уж и дорого. Чуть позже расскажу почем. А вот стояночка уже подороже будет. Стоянка оплачивается почасово в зависимости, на какой период времени вы решили оставить машину.
Так, друзья, когда приезжаете на парковку, оставляете машину, платите в зависимости, сколько вы планируете находиться времени здесь. Обязательно кладете талончик в машину и отправляетесь в пешую прогулку на 2 километра в горы. Рекомендую брать с собой водичку и шапочки от солнца. Классно, да, рекомендовать? То, чего у меня нету. Входной билет стоит 50 евроцентов. В общем, на двоих мы заплатили 1 евро. Это входной билет в национальный парк. Или что здесь? Пока мне нравится. Буквально 20 минут пешей прогулки по вот такому вот серпантину вверх-вниз, вправо-влево, и вы буквально уже будете на месте. Машка, как обычно, торопится. Хочет все первое увидеть. Бежит, бежит впереди. Думает, что не успеет. А я-то знаю, что успеет. Друзья, место называется Голубой глаз. Я его представлял чуть-чуть большим размером. Здесь свежо, прохладно, классно, много людей. Все, как мы любим. Вообще, ну, приятно лицезреть. Кристально чистая вода. И, ну, такое, можно не ехать, по сути. Ну, просто в Албании достопримечательностей не так много, поэтому, я думаю, можно и прогуляться. Здесь находится чистый источник, который бьет из-под земли. И купаться здесь запрещено. Но туристов это не останавливает. Давайте подведем итог небольшой. Голубой глаз – это не озеро, как многие пишут. Это подземный источник. Он же является одним из истоков небольшой реки, которая дальше течет прямо в Ионическое море. В том месте, где источник выходит на поверхность, образовалось небольшое озерцо, метров 5 на 10 размером. Собственно, его и называют Голубой глаз, или Blue Eyes, или по-албански Siri Eykalter. Особенностью этого подземного источника является даже не цвет воды, хотя она изумительного цвета. На самом деле глубина источника в месте выхода на поверхность более 45 метров, и видно дно. Объем воды, который выходит наружу, 6 метров кубических в секунду. Напор и давление такое сильное, что водолазы и техника еще не опускались на дно этого источника. Ну и один из лайфхаков, которые местные рекомендуют обязательно попробовать. Попробуйте взять камень возле источника, находясь рядом, и бросить в самый центр. Напор воды настолько сильный, что камень не утонет, а его выкинет обратно. Температура воды в источнике круглый год порядка 12 градусов. Немногие туристы знают, что если не полениться и пройти чуть выше от источника, то вы попадете в прекрасное место, где можно отдохнуть, сделать привал и набраться сил на обратную дорогу. Здесь такая мини-спрятанная деревня, которая таит прекрасные виды. Я не знаю, насколько слышно вам, но как по мне, это рай для ушей. Обалденные звуки, неповторимые. Еще мы нашли затерянный мир черепах. Они, бедняги, жарятся на солнышке. Но, по-моему, им это нравится. Как ананасики. Есть вот такие домики для ночевки. Я думаю, здесь вечером кайфово. Только вечер рано начинается, потому что солнце заходит за горы и все. Темень. Так, ну смотрите, вариант с речкой мне гораздо сильнее зашел, чем сам Голубой глаз. Там толпа, какая-то суета. Да, красивый источник бьет из-под земли, спору нет. Но гораздо комфортнее находиться вот в кафешечке рядом с речкой, которая
радует ухо, радует глаз. Выпить чашечку кофе, кайфануть, окунуться вот в эту дикую природу, которая просто со всех сторон окружает тебя. Я думаю, это гораздо интереснее. Во всяком случае, для меня это выглядит именно так. Здесь не жарко, отличная температура возле воды, комфортно, тенек. Для жаркого солнечного дня отличное времяпрепровождения. Неподалеку от этой кафешки есть горный, настоящий горный источник, где можно пополнить запасы воды, что мы, собственно, и сделали. Водичка оказалась достаточно вкусная, так что всем рекомендую взять на заметку этот источник. Ну и еще одна небольшая рекомендация. Посещайте данное место пораньше с утра, потому что приток людей и туристов постоянно увеличивался. Мы приехали сюда около 10 утра, и людей становилось все больше и больше. Вечером мы остановили свой выбор на заведении, которое отрекомендовал непосредственно хозяин нашей гостиницы, в которой мы проживали. И попали мы вот в такое заведение, где домашний подряд, вся семья трудится, и это видно даже. Друзья, все у нас, к сожалению, или для разнообразия не может быть идеальным, и поэтому сегодня мы на ужине попали в заведение, которое реально очень сильно нас разочаровало еще до того, как принесли саму еду. Вся надежда остается на то, чтобы еда оказалась супер-супер вкусной. По классике взяли по салату и взяли греческую кухню, называется сулаки. Выглядит это вот так вот. Сейчас будем пробовать, чуть позже дам еще комментарии. В общем, сулаки – это люляшка, завернутая с соусом чесночным, с картошкой и с помидором. В такой толстый лаваш. Очень вкусная, на самом деле, рекомендую пробовать. Не могу сказать, что пробуйте здесь, но здесь оно вкусное реально, потому что мы сегодня пробовали днем на пляже это, и там оказалось совсем не то. Поэтому, я думаю, настоящие вкусные сулаки стоит в грилях пробовать, которые подальше от набережных и моря и прочего в глубине. Ну, этот можно, кстати, взять на карандаш, очень вкусный. Что хотелось бы подметить, что здесь реально очень большие порции, как салатов, так и блюд мясных и прочих. Машка попробовала мясо на шпажках, оказалась свинина и достаточно вкусная. Все-таки, я думаю, получилось так, что мы пришли в час пик, из-за этого должным образом нас не обслужили. Ну как не обслужили, мы сидели, ждали банально просто даже меню, порядка 15 минут. После этого мы попросили там пепельницу такую, ну, элементарное. Тоже ничего не принесли. Люди приходили, садились и уходили, не дожидаясь. Ну, короче, какие-то чересчур голодные, наверное, были. Хотя заведений свободных достаточно в городе, где можно покушать без проблем. Еда вкусная здесь, как факт. Шашлычки попробовал я обалденные. Друзья, ну и самая главная информация. Покушали мы сегодня вечером на 35 евро. Это с учетом 4 пива. Как я и говорил, кушать в Албании достаточно дешево и очень вкусно. Крайний день нашего пребывания в Албании, и мы по все тому же совету нашего хозяина гостиницы отправились на интересный пляж, который находится вне черте города, но и недалеко, в 5 километрах от Ксамиля, между Сарандой и Ксамилем. Надеюсь, что с пляжем не будет такой же истории, как с кафе, и нам удастся без проблем провести крайний день в Албании на Ионическом море.
Я не знаю, друзья, как у всех, но вот у нас в последнее время в путешествиях сложилась тенденция, когда именно в последний или в предпоследний день нам удается найти какое-то супер замечательное место, и, к сожалению, как правило, на него не остается времени. В общем, пляж этот называется Мирор. Он, как вы видели, единственный пляж с подъездом на автомобиле. Есть еще в пешей доступности по бокам от этого пляжа несколько пляжей других. Ну, в целом, я думаю, этого пляжа достаточно вам будет. По ценам, смотрите, лежак стоит 15 евро. Это зонтик с 2 лежаками. На территории пляжа есть кафешка. Все по традициям, ничего нового вы не увидите. Ну, покушать есть где. Отдельно хотел бы порекомендовать здесь активно плавать с маской или понырять, потому что именно в этом месте прекрасные скалы, прекрасные такие подводные небольшие рифы, где реально можно покайфовать, есть что посмотреть, много рыбок плавает. Ну и местность сама как бы располагает именно для плавания с маской. Друзья, я в начале видео говорил, что расскажу вам про хозяина нашей гостиницы. Как оказалось, это очень такой подкованный молодой человек, особенно подкованный он в местных достопримечательностях. Ну и это само собой понятно, он же местный. Так вот, зовут его Артур. Гостиницу он купил буквально в этом году, купил достаточно дорого, за 1 миллион евро, и назвал ее в честь своего сына. Сына его зовут Крой. Поэтому будете в Ксамиле, заезжайте, хорошая гостиница. Это не реклама, ребят, просто по факту. Ну, тут даже не столько, сколько гостиница хорошая, а просто хороший человек, который вам все подскажет, все расскажет и будет всячески, как и любой другой албанец, стараться угодить и помочь в каких-то сложных вопросах. Ну и напоследок хотелось бы еще отрекомендовать вот это место, Ice Roll. Это мороженки, которые делают при вас. Стоит достаточно недорого, старт от 4,5 евро. И плюс уже пошли начиночки, которые вы там заказываете. И, собственно, шеф-повар, вот он, собственно, персона, делает все при вас. Сразу весь процесс налицо. Ну и пока шеф там доготавливает нам кофейное мороженка, которое мы заказали, я хочу вернуться к нашим бананам, да. Я в начале видео рассказывал за вот эту пиццерию и обещал, что в конце расскажу, в чем прикол вообще этой пиццерии. Дело в том, что на протяжении всего времени, пока вот мы отдыхали в Ксамиле, ходили на море там утром, вечером возвращались или шли в ресторан, это заведение постоянно работало, но при этом было пустое. И нам, если честно, уже под конец отдыха реально стало жалко людей, потому что хозяевов я имею в виду, потому что люди, которые там работают, реально просто сидели целый день без дела. Сегодня у нас крайний день, вечерний вылет, и мы рано встали и выдвинулись в сторону Тираны. Нас ждет прекрасный серпантин албанский. Ну, суть не в этом. Мы решили по пути заехать в один город, по поверью или по рассказам. В общем, по информации с интернета, это называется город окон, 1000 окон. И название его Бират. Действительно ли это? Сейчас будем проверять. Обратная дорога, которая шла не вдоль моря, а больше так в глубине страны, гораздо оказалась приятнее и спокойнее в плане скоростных режимов и перепадов высот. Но все равно она такая же красивая, интересная, захватывающая. Друзья, если вы хотите увидеть настоящую Албанию, то я советую вам проехаться, если у вас есть возможность, на машине от небольшого городка Фьюри до Бирата. И вы все сами увидите и все поймете. По дороге вы будете проезжать несколько деревушек, ну как несколько, достаточно много деревушек небольших. И в принципе вы увидите своими глазами, как Албания
не туристическое выглядит на самом деле. Ничего в этом страшного нет. Ну, картинка, которую привыкли все туристы видеть с курортов, значительно отличается от настоящей и реальной жизни. Ну и краткий экскурс на историческую страничку Берата. Это один из древнейших городов не только Албании, но и мира. Ему более 2400 лет. Город включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО из-за своей старой застройки времен Османской империи. Но обо всем по порядку. Этот город из-за своего географического расположения на протяжении всей своей истории становился предметом завоеваний. Он был и под Македонским царством, и Византийская империя тут была. Затем Болгарское царство брало Берат. Кстати, при Болгарии город назывался Белиград, что означало «белый город». А в XIV веке почти на 700 лет город захватили турки, и влияние Османской империи оставило самый большой вклад в сегодняшнем Берате. На самом высоком холме города расположилась средневековая крепость, которая очень хорошо сохранилась. Внутри вы найдете не только оборонительные сооружения, а и целый действующий город. Крепость Берата – суперкрутая обзорная площадка, как раз на старый квартал города. Раньше вход был 3 евро, но сейчас вход свободный. Колорит средневековья остался там до прежних дней. Рекомендую посетить домашние заведения с национальной кухней. Их там очень много. А если постараться, то можно подобрать даже с террасы, где открывается вид на весь город. Так как Берат у нас был город на один день, без ночлега, то я подобрал вам справочку небольшую. В Берате есть у подножья в начале крепости, у подножья горы, бульвар Республика. Это пешеходная улица в новой современной части города. Пешеходная часть бульвара совсем небольшая, около 500 метров. Это центр вечерней жизни Берата. Тут сосредоточено большое количество ресторанов, отелей и сувенирных лавок. И отсюда открывается отличный вид на крепость. Я думаю, вопросы сняты, да, почему Берат город 1000 окон. Потому что вот эти маленькие домишки белого цвета с черными окошками говорят сами за себя. Я понимаю, что, наверное, всем уже надоел, но мы все никак не улетим, и поэтому заехали в Дуррес. Это неподалеку от Тираны, и это уже у нас Адриатическое море. Огромная длинная набережная, не знаю. Сейчас еще покажу в эту сторону. Просто порт есть большой. И море, собственно говоря. Кто был на Азовском, тот поймет, что приехал в Освояси. Мелко, во-первых. Очень мелко. И реально песок. Может, из-за песка, конечно, такой цвет воды. Но это жесть. По сравнению с ионическим, конечно, совсем другое пальто. Так что любителям Азовского моря Дуррес в легкую зайдет. Мы прогуляемся еще по набережной. Ну, такое, конечно. В общем, вещаю дальше. Узнали, почем лежаки на пляже. 2 лежака с зонтиком и с полотенцем 15 евро. Еще уточняющая информация. Это мы находимся в районе отеля «Адриатик». По поводу цен, я имею в виду. Может, вправо-влево и другие. Бегать узнавать не будем. Не так много времени. Выпьем кофе, поедем уже в аэропорт. Дуррес – второй по величине город Албании. Крупнее только столица Тирана. В Дурресе проживает около 120 тысяч человек. И это не только туристический город, это еще крупный промышленный и, главное, портовый город. А еще Дуррес – один из древнейших городов всего Балканского региона.
Чтобы вы понимали, почему говорят про Дуррес как один из древнейших городов планеты, официально город основан в 627 году до нашей эры, а упоминания про это место были еще раньше. Представьте городу более чем 2600 лет. Я уже поверил, что старенький Бератушка со своими окошками всех победил. Да не тут-то было. Но перейдем к более важному. Если рассматривать Дуррес как место для отдыха, вы должны знать, что севернее от порта пляжей практически нет. Там находится старый город и все с этим связанные исторические места. А вот пляжи как раз тянутся южнее, вплоть до следующего поселка под названием Галем. Все пляжи, как вы уже видели, здесь песчаные. Из-за того, что в Дурресе находится самый большой порт страны, я бы, наверное, не рекомендовал бы останавливать свой выбор на этом курорте. Хотя и набережная впечатляет, и высокая конкуренция среди гостиниц. Ну что, друзья, как и обещал, подведем итог ценовой политики Албании в сентябре. Еда. Салаты от 5 до 10 евро. Мясо от 7 до 15 евро. Морепродукты от 8 до 15. Жилье от 30, ну и до бесконечности. Я думаю, все понимают, что при желании можно найти жилье и за 1000 евро в сутки. В нашем случае гостиница стоила нам 40 евро в сутки, при учете, что мы ее бронировали еще в марте. Бензин и дизтопливо в районе евро 90. Газ 55 евроцентов. Лежаки на пляже от 10 до 40 евро. Ну вот, теперь вы точно знаете, какие цены были в сентябре. Если вдруг появятся вопросы, смело пишите в комментариях, с удовольствием всем отвечу. Друзья, в аэропорту Тираны есть открытая летняя площадка для курильщиков. После этой информации, когда я это увидел, я считаю, что это лучший аэропорт в мире. Потому что другие аэропорта делают комнаты для курения, в которые ты заходишь и потом всю дорогу воняешь сигаретами. Здесь же это албанцы учли, это супер. Итак, друзья, давайте подведем какой-то большой итог. Смотрите, Албания развивающаяся страна в сфере туризма. Албанцы поняли, как зарабатывать деньги, начали уже делать большие шаги в этом направлении. Идет активная застройка практически всего побережья. И при этом они уже имеют топ-курорт в виде Ксамиля, который качает до поздней осени. Все больше и больше с каждым годом поток туристов. То есть, я думаю, в ближайшее время, там у вас есть 2-3 года, еще недорого отдохнуть в Албании. Потому что спрос порождает предложение, и албанцы это прекрасно понимают. В плане сервиса, отличный сервис, отличная кухня, смесь греческой, итальянской и местной кухни придают особенный колорит в данном направлении. Поэтому рекомендую побывать в Албании. Любителям покататься по серпантинам это отличное место. Горы, море шикарное. Я думаю, вы все это видели. Говорить об этом нет смысла, да? Что касаемо сервиса. Практически все люди, которые связаны с обслуживанием, разговаривают на английском языке без проблем. Отдельное исключение, наверное, какие-то отдаленные села или какие-то отдаленные места, в которые вы там попадете или будете по пути посещать. Возможно, у вас возникнут какие-то сложности. Но это, опять же, я думаю, в ближайшее время все исправится. Потому что, я же говорю, албанцы знают и поняли, как зарабатывать деньги. В плане безопасности. На курортах я не видел ни одной драки, ни одной потасовки, ни пьяных, шикарно все, понимаете. Нет никаких проблем в плане культурного отдыха и мероприятий. Друзья, приезжайте в Албанию, красивейшая страна, красивейшие горы. Настоятельно рекомендую посетить хотя бы единожды, разово или как угодно.